Hello everyone, всем привет! Итак, мы можем поздравить группу Марина с выходом нового альбома под названием Nuclear. Он совершенно недавно вышел, то есть вчера. Вот, я надеюсь, что вы уже успели послушать, и есть о чем мне с вами будет поговорить в комментариях. Вот, сейчас я хочу записать свои впечатления о том, какие сложились у меня вообще об этом альбоме, и ожидала это мои оправдания какие-то или нет. В общем, давайте сейчас послушаем и приступаем. Итак, я рада, что этот альбом получился по времени не сильно большой, буквально там 30 минут. Мне вот, если честно, хватило дойти от работы до дома, чтобы полностью послушать этот альбом. Вот. Открывая этот альбом интро, я, если честно, не ожидала, что оно будет в альбоме. Под названием You Have Been Warned. Вот, если честно, вот это интро нас подталкивает к тому, что ожидать на альбоме. В общем, сразу дает такое настроение, что ты понимаешь, что там может быть. Вот, а дальше у нас идет Our Flying Flags. На эту песню у меня есть реакция, так что смотрите по каналу, если хотите знать полную мои мысли об этой песне. Вот, но тогда я в реакции сказала, что у меня она на какую-то песню напоминает. Если честно, все это время я пыталась отогнать от себя свои мысли по поводу этой песни, но мне почему-то она очень напоминает Asking Alexandria. Причем альбом где-то The Black, вот может быть таким же настроением, какие-то гитарами или таким же звучанием. Вот я правда пыталась не как-то не соединять это, но у меня не получается. Вот сколько раз я ее слушала, вот такие у меня эмоции вызывает. Но так мне эта песня правда тогда удивила, и она была очень прикольная. В общем, если что, если хотите прям полную все, то смотрите по видео. Дальше у нас песня идет The Age of Retribution. Тогда она меня правда удивила, что там вступили в начале такое симфоническое звучание со скрипками, но это прям очень круто. И мне радует, что вот это такое, скажем так, симфозвучание идет по всему альбому, и это очень круто звучит. Это прям реально так передает то настроение, которое могу сказать, то, что даже как бы не то, что злобное, да, какое-то, а в плане того, что, наверное, больше ненависть, что у тебя что-то раздражает, и ты с этим не согласен. Вот, если честно, вот такие у меня впечатления об этом альбоме сложились. Ну и, в принципе, тут такие тоже названия идут. Вот, мне, правда, тогда она очень прикольно понравилась. Кстати, на нее тоже у меня есть реакция. Вот, и очень-очень прям она мощная, эта песня. Вот начало идет очень сильно мощное у этого альбома, и они очень прям здоровски это все слушается, и честно, мне не хочется это выключать, а хочется еще слушать. Вот. Дальше у нас идет работа, это Bloodwork. Итак, у Bloodwork у меня удивило начало очень спокойно, потому что я думала, все-таки будет продолжаться вот такое вот настроение, но начало очень красивое, могу сказать. И вообще сама по себе как-то немножко эта песня более спокойна, чем предыдущие. И она, кстати, могу сказать, что у нее гитары идут. Короче, эта песня похожа на The Age of Retribution и Flying Flags гитарами. Я потом об этом вам скажу, почему так
происходит. Вот, но очень мне понравилась, она красивая такая, спокойная. Мне очень понравилось, что есть у нее начало спокойно и конец. То есть и только середина такая будоражащая, да. Вот, и, ну, это очень здоровски она звучала, и она как бы не выбивается, и вот эта четвертая песня идет по очереди, и она не выбивается из всего, что сейчас до этого мы слушали. Вот, так что это хорошая работа. А дальше у нас идет The Hate Monger. Также на него у меня есть реакция, и полностью вы тоже можете посмотреть мои мысли, если перейдете по каналу. Вот, если честно, то The Hate Monger мне показалось, что она самая злостная по звучанию из всего альбома. Вот, потому что прям здесь чувствую, что очень-очень сильно так негативно, но не в плане, что это неплохо, а в плане того, что вот этих эмоций, то, что с тем, что не согласен, ты как бы пытаешься, наверное, что-то бороться за какую-то справедливость, но тебя как-то это не тот эффект, да, дает, который ты хочешь. Это чисто мои эмоции, вот. А так она очень прям сильно звучит, и мне кажется, здесь прям чувствуется самый вот сильный накал всего, что происходит. Вот, но также она звучит клево, также не выбивается из всего, что мы выше слушали, это очень круто. Ну, поэтому я не буду много говорить про эту песню, у меня есть реакция на эту песню. Вот. Дальше у нас идет очень интересная песня, вернее, даже там пролог, так, и сама песня. Это я говорю про песню, про интро к песне Parallax и Стимулятор. Nuclear. Вот честно, для меня было очень интересно, как они добавят эту песню «Стимулятор», и тут уже плюсом еще идет интро в сам этот альбом, потому что «Стимулятор», он вообще сама по себе, эта песня, очень сильно выбивается из всего альбома, потому что он совершенно по-другому звучит. И вот честно, когда я слушала, для меня немножко это показалось, как сказать, не то, что триггернуло, а как-то то ли то, что она выбилась из всего звучания, потому что совершенно другая, и как бы что-то не то, вот по моим ощущениям было, то ли, может быть, ее надо было как-то назад, ну, самую последнюю как раз вот с этим интро поставить, чтобы, скажем так, если так по названиям, да, переводить все, как бы, переходя к первой песне, какой-то, типа, был стимулятор, то, что за счет этого и получилось написать такие песни. Чисто мои мысли, чисто мои идеи, вот, по моим ощущениям. Но она, правда, как-то выбивается, и ты настраиваешься на одно настроение, потом эта песня тебя немножко так, типа, что происходит, и потом дальше идет продолжение того настроения, которое было у нас в начале. Вот реально, может быть, правда, ее было либо как-то на начало поставить, и оно то как бы тоже задало тон, можно даже было вот интро Parallax, потом Stimulator, и потом поставить You Have Been Warned. И как бы, скажем так, был бы такой толчок, но я эту песню люблю, правда, я ее слушаю постоянно, она мне очень-очень сильно нравится. И немножко сбивает с мысли, наверное, с самого начала, вот. Как у вас, какие мысли по поводу вообще этой песни, и как она вписалась или не вписалась в этот альбом? Но, правда, это было очень интересно узнать, как это будет звучать. Вот, я ни в коем случае не хейчу эту песню. А дальше у нас идет песня от Living. Итак, Out Living, если честно, меня удивило, что тоже начало такое более спокойное, и я не ждала, конечно, это услышать, но она тоже такая более легкая песня по сравнению с предыдущими песнями, но она тоже отражает все, что ощущается, и в плане того, что даже вот название Out Living, мне кажется, такой, это переводится как пережить, в плане того, что эта песня, скажем так, как бы передышка в самом альбоме, и в плане того, что я текста еще не смотрела, поэтому могу только по ощущениям говорить. Вот, в плане того, что вот если не брать Parallax и Стимулятор, то с Hate Monger это то, что типа разжигатель ненависти, и ты как бы
все, что им, какие эмоции были, потом идет, скажем так, outливинг, да, и ты это все пережил, и вроде бы ты как бы уже более-менее спокойно. И эта песня отражает. Вот. Это мои только такие мысли идут. И это прям ощущается. Мне, правда, она тоже понравилась, такая спокойная, мелодичная, такой типа, фу, можно выдохнуть, и немножко спокойно тебе становится на душе, так даже сказать. Вот. Мне тоже понравилось, как это по гитарам, по звучанию, и как вообще поется она, тоже прям здорово сделали. Вот, и у нас уже идет завершающая песня, это The First Plug. Итак, у нас все завершает альбом песня First the Plug. Честно, я думала, что все-таки после Outleading у нас что-то будет еще более спокойное, но это все-таки песня получилась намного тяжелее предыдущей. И, в принципе, может быть то, что все-таки что-то нас все-таки еще беспокоит, и поэтому по таким ощущениям, эмоциям эта песня получилась. Но она очень тоже прикольно звучит. Мне понравилась ближе к концу сама песня, там по гитарам, по мелодии. Вот. Но она хорошо тоже звучит, не выбивается из альбома, и все-таки она придерживается всей тех эмоций, мыслей альбома. И, в принципе, это даже достойно все получилось. В общем, если так, то вся эта работа мне очень понравилась. Но я все-таки считаю, что надо было Parallax и стимулятор ставить на последнее, потому что, как бы, все-таки вот эти все песни, не считая вот этих двух, они бы все-таки более-менее так до конца уже выдержали вот эту мысль, все эти чувства и эмоции, и в конце все-таки надо было стимулятор ставить. Вот, и был бы прям вот такая точка, типа, что-то триггернуло тебя, и ты написал все вот эти песни, и прикольно бы это смотрелось бы, и даже так. Но этот альбом, от этого альбом не становится хуже. Вот. Все очень шикарно звучит, все мелодии, все, в принципе, по вокалу тоже круто звучит, и барабаны, и гитары, это очень классно. И то, что вот выходили, в принципе, синглами песни, это нас тогда подталкивает к тому, что будет, потому что этот альбом совершенно отличается от предыдущего альбома. Сейчас скажу название. Day 2 Ending Rain, потому что там совершенно вот другие эмоции, другие какие-то планы, а здесь прям вот очень жестокий, жесткий получился, и, в принципе, по названию тоже идет ядерный, и у нас, в принципе, обложка это все подчеркивает. Все выдержано в одной тематике. Мне очень понравилось, что не было такого сильных переходов каких-то туда-сюда, что тебя сначала одной песни кидает, у тебя одни эмоции, мысли, потом другая идет, и ты такой, типа, а что, когда, зачем, почему, я немножко не понимаю. Вот. Но мне очень понравилось, что вот выдержано все в одном стиле, что есть задумка, есть над чем нам, слушателям, задуматься. И, в принципе, все очень достойно, хорошо. Все мысли, которые, наверное, Егор хотел передать нам через музыку, они переданы. Вот. И по поводу тех песен, которые я вам чуть попозже сказала, что об них расскажу. Вот, которые песни похожи звучание друг на друга, это Our Flying Flags, Bloodwork и Hate Monger и The Age of Retribution. Вот, эти песни помогал писать Каспер Вова из группы Loners. Вот, они, вот схожие гитары у них есть. Это вы, когда альбом полностью прослушаете, вы это поймете. По крайней мере, у меня было такие ощущения, они не были, они есть. И это видно вот этот почерк в гитаре, то, что над ними работал все-таки один человек, который сделал так, чтобы они сочетались вместе и были похожи в альбоме, и вот сама вся тематика альбома тоже была сдержана и, короче, выдержано все это было. Кстати, очень странно, что вот здесь вот был виден почерк Вова, да, в этих песнях,
Но почему-то в Лондоне так не происходит, я не знаю почему. У меня там таких ощущений нет. Ну, может быть, что-то потом они еще придумают, и мы там уже услышим, как это, может, что-то он привнесет туда, и реально мы услышим его сильное влияние на, допустим, на какой-то следующий альбом. Но это очень хорошая работа, мне правда понравился этот альбом, и я поставлю 9, да, поставлю 9, пусть это будет даже таким стимулом того, чтобы идти дальше и развиваться в песнях и так далее. Вот, и может там через год, через два мы услышим еще что-то от Марины, и там будет совершенно другая тема, допустим, вообще какие-то другие настроения. Вот. Ну, в принципе, очень достойная, хорошая работа. А еще у группы Марина будет осенью тур. Пока анонс сделали только на 2 города, на Москва и Питер. 6 октября Москва, 7 Питер. И еще будет там 14 городов. Очень интересно будет, какие эти города. В общем, спасибо всем большое, кто посмотрел это видео. Я надеюсь, вы тоже посмотрели и послушали этот альбом. И мне будет очень приятно послушать ваши мысли. Кстати, может быть, такая идея, вот как Егор делал с Abby's Watching Me, с альбомом Mix, он записывал видео и все свои мысли по этому поводу, как создавался альбом, как что он туда привнес, рассказал. Было бы тоже интересно, если бы он сделает, может быть, сделает такое видео и расскажет нам про этот альбом, как он создавался, почему у него были такие мысли, также придется по каждой песне. И, кстати, можно будет взять такое тоже мысли, может быть, тех участников, которые работали над этим альбомом. Почему нет? Допустим, кто-то может там, не знаю, рассказать про свою какую-то любимую песню с этого альбома, и мы тоже знаем, вообще совпадут наши все мысли и эмоции с тем, что хотел донести до нас Егор. Это было бы, кстати, очень здорово послушать, вернее, посмотреть, если будет такое видео. Вот, не знаю, пишите ему в комментариях под там каким-нибудь видео, либо в Телеграм, и, может быть, Егор услышит нас и запишет видео. В общем, спасибо всем большое за просмотр. Я надеюсь, что вы поддержите этот альбом на всех музыкальных площадках. Ссылки будут в описании. Вот, и я буду очень рада, что кто-то... Да, у меня есть кто слушает тоже Марину и даже покупает мерч и хвастается этим, и я очень этому рада. В общем, пишите свои тоже эмоции и мысли по этому поводу, как вам альбом, на какую, допустим, оценку вы оцениваете, какая у вас любимая песня, и вообще ожидали от него какие-то там эмоции, что ожидали и так далее. Мне будет очень интересно почитать. Спасибо всем большое за просмотр. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это все будет очень важно. И также пишите свои комментарии. Не забывайте. Также, если хотите поддержать меня финансово, в описании все ссылки. Также подписывайтесь на Рутюб, Яндекс.Дзен, YouTube. Фу. Короче, подписывайтесь на Рутюб, Яндекс.Дзен, Бусти, Патреон. Благодаря этому тоже есть стимул, чтобы выходили видео. Вот, также подписывайтесь на социальные сети и на Телеграм. Ну а с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю, всем пока. Бай-бай.